Ушки вяжутся, все детали одинаково, 4 детали, то есть на 2 уха распределяем, все они вяжутся одинаково. Начинаем в более светлой пряжи, в кольцо амигуруми, 3 столбика. Затягиваем колечко, вяжутся поворотными рядами. Воздушная петля, поворот, столбик в первую петлю, во вторую петлю 3 столбика, 3 столбика в одну, раз, 2, 3, в крайнюю петлю столбик, воздушная петля, поворот, третий ряд 5 столбиков, просто провязываем все петли, воздушная петля, поворот, четвертый ряд 2 столбика, 3 столбика в одну петлю, раз, 2, 3 и 2 столбика, воздушная петля, поворот, пятый ряд провязываем 7 столбиков, то есть просто провязываем все петли без прибавок, воздушная петля, поворот, шестой ряд 3 столбика, в следующую петлю 3 столбика в одну, раз, 2, 3 в одну петлю, дальше вяжем 3 столбика, воздушная петля, поворот, седьмой ряд 9 столбиков, просто провязываем без изменений, воздушная петля, поворот, восьмой ряд также провязываем 9 столбиков без изменений, воздушная петля, поворот, девятый ряд 4 столбика, в одну петлю 3 столбика, раз, 2, 3 в одну, до конца ряда 4 столбика, воздушная петля, поворот, десятый ряд 11 столбиков, вяжем без изменений, воздушная петля, поворот, в обратную сторону также провязываем 11 столбиков, 12 ряд 5 столбиков, 3 столбика в одну петлю, раз, 2, 3 в одну и до конца ряда 5 столбиков, воздушная петля, поворот, 13 ряд 13 столбиков, вяжем без изменений, воздушная петля, поворот и 14 ряд тоже провязываем 13 столбиков без изменений, воздушная петля, поворот, 15 ряд 6 столбиков, 3 столбика в одну петлю, раз, 2, 3 в одну и 6 столбиков до конца ряда, воздушная петля, поворот, 16 ряд провязываем 15 столбиков без изменений, воздушная петля, поворот, 17 ряд 9 столбиков, убавка 2 вместе провязываем, воздушная петля, поворот, 18 ряд убавка, 8 столбиков, воздушная петля, поворот, 19 ряд убавка, 2 вместе провязываем, 5 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 20 ряд убавка, 4 столбика, воздушная петля, поворот, 21 ряд убавка, 3 столбика, воздушная петля, поворот, 22 ряд 3 столбика, воздушная петля, поворот, 23 ряд убавка, в крайнюю петлю столбик,
делаем фиксирующую петлю, вытягиваем какое-то количество, пару сантиметров, и обрезаем. Получается вот такая деталька. Таких деталей надо связать две. Одной светлой пряжей, другую связываем темной пряжей. Но только темную уже не обрезаем, а прикладываем одна к другой и обвязываем. То есть мы делаем, здесь делаем, вот закончили вязание, один столбик, воздушная петля, поворачиваем, прикладываем ушки одна в другую и провязываем. Здесь получается у нас 2 петли, между столбиками провязываем, а прибавки мы делаем не в крайнюю точку, а по бокам. То есть мы делаем прибавки вот в этих крайних не крайних петлях. Крайняя вот она получается, где у нас хвостик. По бокам от нее. Вот в эту петлю делаем прибавку и в эту петлю делаем прибавку, когда связываем вместе, чтобы у нас ухо не было острое, а было более широкое. В общем, это ушко мы провязываем вот так. Вот оно у меня провязанное. Начинаем вязание отсюда и провязываем вот сюда. Вот у меня прибавки. Вот она самая верхняя петля. Вот прибавки, видно их. Посерединке одна петля. Отсюда вот так сюда провязываем. Второе ушко вяжем, когда будем соединять. Мы уже так делать не будем. Здесь нитку придется обрезать, вот здесь, и начинать обвязывать с этой стороны. Для чего? Чтобы вот эта вот косичка красивая у нас все время была на лицевой стороне. Иначе нам придется переворачивать ушко, и потом оно его может выгинать, это нам ни к чему. Значит, нитку обрезали со второго уха, с первое ухо не обрезаем, прикладываем и обвязываем. Второе ухо нитку обрезали, прикладываем одну часть к другой, берем темную пряжу, оставляем сантиметров, ну я не знаю, сантиметров 10, наверное, перед работой, для того, чтобы у нас остались ниточки вот здесь вот. Вот я оставила здесь перед работой. Ой, не перед работой, позади хвостик. Вот, позади, чтобы потом пришивать к голове. А здесь следует оставить перед работой где-то сантиметров 10. И начинаем это ушко обвязывать. По вот этой части. Вот я подошла к вершине ушка. Вот у меня осталось 2 петли. Одна самая верхняя и вот эта вот, которая справа от нее. Вот в эту петлю стоит сделать прибавку. Раз, два в одну петлю. Те петли, которые у нас с хвостиками, мы провязываем их вместе одной петлей. Прибавку сюда не делаем. Хвостики заводим назад за работу, под работу между ушками. И в следующую петлю мы тоже делаем прибавку. Раз, два. Провязываем вот эту вот часть уже, ну, как положено, между рядами. Провязали, делаем воздушную фиксирующую петелечку и ниточку обрезаем. Это лишние хвостики у нас здесь, их можно покороче чуть-чуть подстричь, которые у нас остались после работы. Этот хвост сильно коротко не обрезайте, мы его потом внутрь головы спрячем. Вот у нас получилось 2 уха. И нити для пришивания у нас с внутренней стороны оказались. И все косички у нас на месте. Вот такие уши получаются из коко. И вот такие уши получаются из сапфира.
Точно так же связанные, также ниточки для пришивания по бокам, чтобы видели разницу вот в размере. Хвост вяжем пряжей основного цвета, будем вязать тоже поворотными рядами. Набираем цепочку 21 воздушная петля. Во вторую от крючка начинаем вязать 20 столбиков по цепочке. Воздушная петля, поворот, второй ряд, 9 столбиков. Прибавка столбик, повторить 5 раз. В самую крайнюю петлю делаем прибавку. Провязываем 1, 2, воздушная петля и поворот. Третий ряд. Все петли просто провязываем без изменений, и у нас их 26. Воздушная петля, поворот, 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, пятый ряд, также вяжем 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, шестой ряд, 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, седьмой ряд, 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, восьмой ряд, 26 столбиков. То есть нужно провязать все столбики до конца. Сначала провязываем по этой планке. 10 столбиков у нас здесь. Затем вяжем 4 петли вот эти, которые у нас по вот этому ряду, который хорошо видно. То есть вот здесь в промежутке ничего не провязываем, просто вяжем вот эти 4 петли. Здесь тоже в промежутке провязывать не нужно, вяжем по открытым петлям. Это у нас было 14, 15 петля, вот она где. Вот. Здесь не вяжем. Это 15. Нам надо провязать до конца ряда 26. Воздушная петля, поворот и 9 ряд провязываем 26 в обратную сторону. Воздушная петля, поворот, 10 ряд, 9 столбиков. Убавка столбик, повторить 5 раз. И крайние 2 петли тоже провязать вместе убавкой. 2 вместе. Делаем воздушную петлю, у нас получилась вот такая деталь. Здесь мы набирали 21 воздушная, то есть одна у нас для подъема была 20. И сейчас у нас здесь тоже оказалось 20, поэтому мы их вот так вместе складываем, эти детальки. И соединительными столбиками до конца ряда прошиваем. То есть первая здесь петля, первую находим здесь петлю, у меня вот некрасивая получилась. И соединительный столбик прошиваем вместе. Хвостик. У нас 20 соединительных столбиков до конца ряда. Делаем фиксирующую петлю, оставляем какое-то количество сантиметров для пришивания. Вот такая загогулина получилась. Теперь ее нужно наполнить. Можно наполнять не до самого прям конца. В общем, набивайте так, чтобы было симпатично. И вот этот хвост, который у нас был при начальной сборке, его тоже туда надо заправить как-то вовнутрь, чтобы не мешался. Чтобы не было видно изломов, где у нас были вот поворотные ряды, которые не до ряды, короткие, надо его просто вот так немножко подкрутить. Вот такой хвостик у меня из кукошки. Вот такой хвостик у меня из сапфира. Мордочки я буду оформлять по-разному. Как выбирать глазки?
Нужен такой глазок, чтобы сюда хорошо зашел, но не такой мелкий, как вот этот, допустим. Глаз провалился. Не такой крупный, как этот, потому что глаз сюда просто не зайдет в эту складку, ну никак. Если сверху налепить, некрасиво. Что делать? Я заказываю на Алиэкспресс вот такие вот глазики. Они идут, вот, ну, приходят ко мне вот таких вот упаковочках, они с радужной оболочкой. Вот такие. Вот эти оболочки радужные, они мне не нужны. Но мне кажется, что этот глаз очень будет хорошо подходить к моей собачке. Я не делаю на безопасном креплении, потому что горячий клей вполне справляется со своей задачей и очень хорошо держит. Поэтому я сейчас штырь этот уберу, прикладываю в глазок. Вот он мне подойдет, этот глаз. Теперь я беру акриловую краску, темно-коричневую. Сохнет очень быстро, потому что эта краска, она на водной основе, без запаха, абсолютно безвредная. Теперь нужно просто этот глазик закрасить и дать ему высохнуть. Прошло буквально 10 минут, вот я вставляю глазки, смотрю, да, мне нравятся вот эти глазки по размеру, они мне подошли. Но теперь я хочу еще сделать им для них веки. У меня есть такой огрызок, я уже им пользовалась, от ремня. Я буду делать из него веки. Что подойдет? Подойдет любой лоскут кожи, подойдет фоамиран, даже подойдет какая-то плотная ткань. Бумага, конечно, нет, но вот из того, что я перечислила, даже может быть какая-то толстая клеенка, тоже такое бывает, под цвет. Прикладываю глазик, хочу, чтобы у меня немножко был прикрыт, значит, я буду заводить за зрачок, вот так. И мне нужно отрезать отсюда кусочек. Эта часть у меня остается ровная, вот эта часть полукругом. Ровная часть, она будет прилагаться к самому глазу, около зрачка. Вот так будет приклеиваться. Я буду приклеивать на горячий клей. Вот так. Вот я прикладываю, смотрю, как мне больше нравится. Теперь приложу и обрежу еще такую же деталь, где у меня поровнее. Вот так. Сначала вот сюда намазываю клей. Прикладываю к глазику и аккуратненько зажимаю. Если вылазит клей, так лучше пусть он вылазит с изнаночной стороны. Если здесь немножко не угадали и торчит, ничего страшного, пусть торчит. Главное, чтобы здесь вот было все красиво. У меня здесь чуть не очень красиво. Но в любом случае это можно оторвать и переклеить заново. С клеем моментом этого не получится. Там надо сразу делать на чистовик, потому что клей разъедает вот этот пластик. Если где-то сразу с первого раза вам не удалось, то глаз придется выкинуть. То же самое сделаем со вторым глазом. Так, теперь я что хочу сказать. Если у вас будет все-таки начесанная игрушка, если вы хотите, чтобы она была мохнатенькая, то начесать ее следует сейчас, до того, как вы будете вклеивать глаза, потому что глаза потом очень легко поранить щеткой. Вот у меня клей уже высох, сейчас я буду вкладывать глазки и смотреть, в каком положении мне больше симпатично.
Глаза я приклеила, теперь нужно вклеить носик. Вот уже что-то как-то похоже на собачку. Любителям длинных ресничек берем кукольные реснички. Одной реснички вполне хватает на 2 глаза. Разрезаем пополам и наклеиваем уже прям просто на веко. Вот так. Наклеили. А теперь очень аккуратненько, возможно, помогая себе иголочкой. С обратной стороны тоненько-тоненько полосочкой клея момента укладываем вот здесь и оставляем просохнуть. Кто будет вязать гладкую собачку, уже можно ушки приладить на булавочки и подшить. Но я сделаю ушки волосатыми. У меня пряжа, не покажу этикетку, этикетка у меня куда-то делась. Это пряжа Техно от Янард. Она вот тоненькая, но она очень-очень пушистая. Я сейчас по краю одним рядом обвяжу край ушка вот этой вот пушистой пряжей, стараясь вязать так, чтобы прихватывать только основу, чтобы этот пух весь у меня оказался наружу. Крючок я использую тот же самый, ничего не меняю, просто послабже вяжу. Нитка тонкая, вот. Распределяю его туда, только основу прихватывая. Теперь я это причешу, и посмотрите, какое пушистое ушко получилось. Я пришила ушки. Вот эти части у меня 15 ряд, если считать от светлой пряжи по темной. Здесь у меня 15 ряд. Расстояние между ушами 10 петель. Ушки слегка закругляются, идут вот по кругу. Здесь у нас арки, да, были, где мы вязали поворотными рядами. Вот раз, два, три. Третий ряд получается самый как глубокий, что вот ушко вот на третий ряд заходит по арке вот так полукругом сюда. И если продлить от ротика по прямой, то ушко так вот будет заканчиваться. Вот так. И реснички я тоже подрезала. Теперь я сделаю бровки. Бровки для собачки. Светлой пряжей в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку, и второй ряд у нас 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд по кругу провязываем 12 столбиков. Теперь вот у меня лицевая, вот изнаночная. У меня деталь будет на изнаночной стороне. Складываю вот так вместе и защипываю с одной стороны, с другой стороны соединительными столбиками. Ровно прям здесь делать не обязательно, потому что эта сторона будет крепиться у нас к голове. Раз, два, три и 4. У меня получилось 4 соединительных столбика. Теперь для тех, кто будет пришивать бровки, вытягиваем ниточку для пришивания и обрезаем. Для тех, кто будет вклеивать, я буду вклеивать. Мне такая длинная нить ни к чему. Я просто приклею на горячий клей. Хвосты убираем вовнутрь работы. Теперь берем нашу собачку и смотрим, где будут у нее бровки. Бровки у нее будут, вот складочки мы вывязывали.
Вот так сюда мы укладываем бровки. Кто пришивает, значит, надо пройтись туда-назад по складкам, прихватывая бровки. Ну, кто приклеивает, тому попроще. Просто находим нужное нам положение, как больше нравится. В эти впадинки вкладываем бровки и приклеиваем. Теперь, допустим, мне не очень нравится, что глаза далековато. Вот эта часть у меня получилась слишком широкой. Я проткну около глаза иглу. Ну, понятно, что ниточка должна быть под цвет. Здесь делаю несколько стежков, чтобы не делать узел. Стараюсь туда вот под глаз. Ну, даже не под глаз, ближе к глазу. Под глаз там нам клей не позволит. Сделаю один стежок и второй стежок, чтобы не делать узла. Теперь прихватываю сюда, вывожу с этой стороны, смотрю, чтобы было по возможности симметрично. Немножечко эту часть стяну, то есть прошью туда-сюда. И также, чтобы не делать узел, на 2 раза за какую-нибудь петлю заведу, петлю, конечно же, заведу нитку. Прошивая, не сильно стягиваю, смотрю, как нравится, нет. Вот этого достаточно. Приколю сюда. Здесь запетлю за какую-нибудь там внутри, поближе к глазу. Зацеплю раз. И куда-нибудь туда там выведу. Оно держаться уже будет, никуда не денется. Теперь вот это вот хвосты все надо подрезать. Так, ну такая вот моська получилась. Собачка у меня гладкошерстая. Но чтобы сделать ей какие-то небольшие такие ворсинки симпатичные, я сейчас той же самой пряжей, которой я обвязывала ушко, я заправляю ее в иглу. И немножко прошью для красоты по телу и по грудке. Допустим, я хочу, чтобы у меня махнушки были вот здесь тоже. Вот я заправила, прокалываю ниточку свою. И теперь прям по рядам, по кругу, как вот у меня было вязание, буду вот так прокалывать. И аккуратненько эта ниточка у меня будет лежать сверху. И она даст ворсинки. Ряд у меня закончился. Теперь я отступлю, ну, наверное, на 4 ряда. 1, 2, 3. Вот у меня 4-й. Выведу сюда и точно так же по кругу прошью.
Теперь причешу и посмотрим. Вот такие вот пушистые штучки получаются. Ну и понятное дело, что чем чаще, чем меньше у вас будет расстояние между рядами, тем пушистее будет собачка. Можно так обработать все тело. Можно только вот какими-то отдельными кусочками, скажем, на грудке там или лапки немножко. В общем, здесь уже на ваше усмотрение. Я обшила пушистой пряжей вот здесь по кругу 3 ряда, а здесь только по спинке. Брюшко у меня голенькое. Вот такое вот получилось пушистое. Теперь хвостик. С хвостиком мы поступим точно так же. Где-то на половине можно взять крючок и обвязать, а можно взять также вот ниточку в иголку и где-то, наверное, ну вот эта часть хвостика, которая закругленная, чтобы она была лохматой, а вот это вот осталась лысенькой. Вот такой хвостик у меня получился. Погуще надо просто делать стежки, почаще. Ну и осталось его теперь пришить на положенное место. Для другой собачки я выбрала глазки с белками. Вот такой вот. Выбираем глазок и вяжем для него белочек. Из беленькой пряжи в кольцо амигуруми 6 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку, и второй ряд у нас будет 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд просто по кругу без изменений 12 столбиков. Соединительный столбик в следующую петлю, воздушная петля и ниточку обрезать. Здесь можно уже обрезать коротко, потому что все равно это будет вклеиваться, чтобы хвост у нас не торчал. Если у вас глаз большего размера, значит вот эту вот чашечку надо тоже вязать большего размера. У меня как раз получается вот. Она немножечко вогнутая, она получается прям по диаметру самого глазика. Если у вас больше глаз, значит надо делать прибавки. То есть мы вяжем третий ряд уже не по кругу 12 столбиков, а скажем столбик прибавка 6 раз повторяем. И так вот пока у вас не окажется нужного размера вот эта вот чашечка. Последний ряд провязываем просто по кругу, чтобы она загиналась вот так. И теперь вот этот глазик, нужно к нему приклеить белочек. Приклеиваем, смотрите как, не прям посередине, а чтобы вот выступал и вот так вот нависал сверху. Вмазываю клеем. Беру глаз и вставляю вот так туда, чтобы сверху этот белочек нависал. Вот такие глазки. Теперь выражение мордочки будет зависеть от положения глаз. Вот такая вот у меня мордочка есть сбоку, глазки. Теперь я буду прикладывать и смотреть, как мне интереснее будет эта собачка, которую мы с вами вязали. Для этой собачки я выбрала положение глазок в сторону. У меня есть вот такая собачка, и вот пусть как будто они друг на друга смотрят. Вот такие собачки у меня получились. Показывайте, какие питомцы получаются у вас. Пишите. И до новых встреч!